Всем привет! Рад вас видеть на своем канале Анатомия водного пола. И сегодня у нас с вами 5-я тренировка. На прошлых тренировках мы с вами научились работать ногами попеременно, изучили стойку, и сегодня будем изучать основной бросок. Основной бросок — это наиважнейшая часть игры в водное поло. Ему все время следует уделять очень много времени, начиная от этапа начальной подготовки, заканчивая профессиональным уровнем. С помощью этого технического приема вы отдаете пас, вы пробиваете поворотом, и в целом это то, что используется на протяжении всей игры. Хорошая техника владения мячом во многом отличает плохого ватерполиста от хорошего. Ведь невозможно играть в водное поло, если вы отдаете плохой неточный пас, и если вы не можете нормально, адекватно завершить атаку. Сегодня мы изучим основы этой техники, а также я вам покажу упражнения для отработки основного броска. Ну и первое, что нам надо начать, это понять, как у нас работает кисть. Кладем мяч на руку. Подробно это я объяснял в прошлой тренировке. Сейчас бегло скажу. Просто ладонь раскрыта, и мяч у нас здесь лежит. Кисть у нас — это очень важный момент, потому что она всегда закрывает бросок, и кисть у нас направляет. Направляемый мяч вот этим пальцем мы держим, вторым, и эти у нас пальцы с вами направляющие. То есть запомните, при каждом вашем броске конечное положение у вас будет вот такое. Кистью мы будем мяч направлять вправо, впоследствии прямо, влево. Если у вас кисть не будет закрываться до конца, это одна из основных ошибок. Мяч у вас будет лететь все время высоко. Какие подводящие упражнения можно поделать, чтобы понять, как работает кисть? Первое, самое простое, можно перебрасывать просто мяч, подбрасывать. Вот подбросили просто. Вот видите, у меня в конце закрывается. Просто подбросили, поймали. Если вам сложно ловить, пока, может, подбросили, поймали другой рукой. Или подбросили, уронили, поймали. Пока не ловим. Просто подбросили, уронили. Все, попробовали правый, левый, потом можно перебрасывать с руки на руку. Акцентируем бросок. Оп, видите, у меня кисть в конце. Бросок, кисть. И толкаем этими пальцами. Вот, они у нас толкают. Вот. Раз, два, три. Эти пальцы пошире. Бросали. Следующим этапом можете попробовать стенку. Сейчас просто учимся закрывать кисть. Стали, просто закрыли, поймали. Вот. Закрыли. И старайтесь, чтобы он у вас бился сюда и отскакивал вниз. И просто отсюда закрываем и ловим. Поделали упражнение на кисть, поняли, как она работает. Следующим этапом мы переходим. Следующий этап нашего броска — это предплечье. Как правильно там дальше все это ставить, это у вас было в прошлой тренировке. Смотрите ее. Сейчас на этом внимание заострять тоже не буду. Если кисть — это у нас завершение броска, и часто бывает, пасы дают одной кистью на маленькое расстояние, а предплечье используют обычно, когда выполняет бросок на короткую дистанцию. То есть, по сути, ничего сложного, просто она разгибается и добавляется кисть. Разгибание, кисть. Тоже как это почувствовать. Стали здесь, пока мяч не ловим, просто отсюда. Сразу обращу внимание, полностью не сгибаем, вот, сделали 90 градусов, и отсюда разгибаем полностью и добавляем кисть. Просто разогнули, кисть, поймали. Вот опять встали, разогнули, и в конце кисть. Обязательно. Разогнули, кисть. Разогнули, кисть. Разогнули. Вам надо не делать, ошибка будет делать это раздельно, вот так вот, и вниз. У вас здесь не получится этого делать, потому что у вас будет мяч выпадать. Для этого мы сейчас именно так и делаем. Вы должны почувствовать именно, как энергия передается от предплечья и уходит в кисть. И спокойненько вниз бросаем. Следующим этапом, когда мы поделали упражнение на наше предплечье, кисть, поняли, как это работает, дальше нам надо с вами подключать корпус. При подключении корпуса у нас уже будет с вами мощный бросок, это будет дальний пас и так далее. Сейчас отходим подальше. Также становимся чуть-чуть в полоборотика назад и также бросаем вниз. Вот мы встали правильно, как мы на прошлой тренировке проходили в стойке. И отсюда ведем корпус. Вначале у нас идет корпус, потом у нас с вами идет предплечье, и потом с вами идет кисть. И направляем вниз. Движение у нас с вами хлыстообразное. Раз, два, и бросаем вниз. Раз, два, и вниз. Обязательно ошибкой будет, если мы начнем делать движение рукой. Движение начинается у нас от корпуса, то есть можно дальше поделать. Вот ваше движение. Корпус вперед, корпус вперед. Видите, у нас сразу идет натяжение и волнообразное движение. То есть идет раз, вниз. И слитно. Раз, вниз. Поотрабатывали с вами
кисть, предплечье, бросок с корпуса вниз. Это у вас займет не одну тренировку, вы должны это полностью почувствовать. И дальше встает вопрос у нас, как нам ловить мяч. Потому что мы же мяч не только даем, мы его также принимаем. В этом нам также с вами поможет работа в стенку. Кстати, на эту тему уже есть отдельное видео, вышло, работа в стенку с мячом. После того, как вы освоите эту технику, вы уже можете приступать к упражнениям с этого видео. Ну и для начала нам надо научиться ловить мяч двумя руками. Первое наше будет упражнение, это работа в стенку двумя руками. Отходим на расстояние 3 шага, берем мяч. Напоминаю, во всех наших упражнениях наша задача, чтобы у нас был локоть здесь, то есть как и в стойке. И первое, что мы делаем, двумя руками бросаем и ловим. В чем здесь, как говорится, секрет? Я, где бросаю мяч, там я останавливаю руки, и видите, они меня здесь ждут его. Основная ошибка, почему многих не получается мяч, они его бросают и пытаются поймать сразу здесь. Наша задача ловить мяч как можно раньше. Здесь мы его выбросили, здесь мы руки оставили, и здесь же он нам кладется в руку, мы его амортизируем, за все это время мы его почувствуем, пока отводим, и уже зарядили для следующего броска. То есть бросили, поймали, бросили, поймали. Сейчас вот специально брошу и не поймаю, увидите, что у меня руки остаются здесь, это будет медленно. То есть я вот бросаю, вот, и руки у меня остаются здесь. И с этого положения я вот здесь ловлю и дальше. И выполняем это упражнение. Можете на время, можете на счет, встали и ловим. Бросили, поймали, бросили, поймали. Обязательно здесь следим. Наша кисть закрывается постоянно в конце. Наша кисть закрывается. Дальше мы с вами усложняем, переходим уже к одной руке. То есть берем мяч наш в руку, становимся лицом к стене, рука прямая, локоть у нас перед глазами, выше уха, мяч кладем в кисть и одной кистью бросаем. Здесь у нас задача также бросили, кисть закрыли полностью и здесь поймали. Это уже вам будет посложнее. Я сейчас стану подальше, вот бросили, поймали, бросили, поймали. Ошибкой будет бросить мяч и ловить его здесь. Вот сейчас я вам покажу ошибку. Видите, сразу хлопок. А мяч идет. У вас мягенько ушел. И здесь же мы его встречаем и кладем обратно в руку. Вот. Этому стоит уделять много времени. То есть это начинается с детства и делается в напряжении всей спортивной карьеры. Потому что кисть — это самое, наверное, важное, что есть в броске. Потому что если у вас не будет закрываться правильно кисть, то точного броска у вас никогда не будет. И хорошего паса тоже. Следующий этап уже с вами отходим подальше. Включаем уже наши с вами предплечья. Здесь у нас задача. Также подняли руку и предплечье, кисть, предплечье, кисть. Обязательно находим одну точку. Ну, сейчас вам, может, пока не надо одну точку. Но вообще на будущее, когда работаем в стенку, всегда работаем в одну точку. И начинаем. Предплечье, кисть, предплечье, кисть. Также в конце кисть закрыли, тут поймали, отвели. Не надо мяч сюда отводить. И здесь встали и спокойно. Предплечье, кисть, предплечье, кисть. Вот я отдал и встретил его там же. Руки у вас будут забиваться. После того, как рука устала, можете отдохнуть. Тут мы выполняем именно на технику. Сейчас мы с вами не нарабатываем. Это уже отдельная работа. Сейчас мы учимся мяч ловить и правильно выполнять бросок. И следующий у нас этап. Это уже пробуем также работать с корпусом. К нему надо уже подойти в последнюю очередь, когда вы уже очень хорошо отработали и кисть, и с предплечьем, потому что уже бросок будет более с дальней дистанции, отскакивать он будет сильнее, ловить будет сложнее. Поэтому берем мяч, отходим подальше, становим лицом к стене, делаем полшажочка назад. Вот встали мы, как мы стояли в стойке, и отсюда начинаем движение корпус, кисть. То есть волнообразное движение, корпус, кисть. И ловим. Оп. Оп. Здесь уже надо будет нам с вами, из-за того, что корпус создает мощное усилие, точно закрывать кисть. Это уже сложнее, требует какой-то подготовки, поэтому предыдущим этапам уделяйте достаточно времени. И продолжаем работать. И постепенно делаем это все быстрее, быстрее и быстрее. Здесь очень важно следить, чтобы у вас бросок начинался именно от корпуса. То есть корпус,
и в конце у вас закрывалась кисть. Это очень важно. Это связка именно корпус-кисть. Корпус, кисть. Поймали. Корпус, кисть. Корпус, кисть. И вернулись. То есть здесь, видите, я его ловлю здесь и сразу в стойку. То есть не надо делать так. Это вот ошибка. Вот здесь вот ловить вот эти вот работать стенку, которую можно часто наблюдать. От нее толк, конечно, минимальный. Все время у нас. Первая позиция, начальная. Бросок, встали, оп, встали. Оп, встали. Оп, встали. Оп, встали. После того, как вы освоили все эти этапы и отработали бросок в полную амплитуду, у вас уже получается стабильно. Я только после этого вам рекомендую начинать отрабатывать его на воде, потому что когда вы встанете в воду, у вас добавится работа ног, вам надо стоять будет в правильной стойке. Это все будет забирать у вас силы и внимание. И если вы не отработаете нормально бросок, то вы можете заложить сразу себе неправильную технику. И еще один момент. Когда мы бросаем пас товарищам на воде, куда мы отдаем пас? Если стенку мы работаем и находим себе одну точку, то товарищу пас всегда дается вот в эту область, над головой. Вот сюда, как видите. Вот. Мяч летит над головой. В этом заключается класс игрока. Пас должен класться все время в одну точку. Когда вы будете работать с товарищем, если кто уже работал, знает, что когда с ним работаешь, то он пас дает сюда, то у него мяч сюда, то сюда, то сюда. Это неудобно. Игрок хорошего уровня всегда дает пас в одну точку, то есть мяч как по нитке идет от одного к другому. Вылетел с одной кисти, упал в другую. И тогда у вас будет хорошая техника. Какие у нас варианты отработки дальше основного броска на воде? Ну, если вы занимаетесь в группе, у вас есть товарищ, вы можете кидать с ним пас, делать все то же самое. То есть вначале пас двумя руками из-за головы, потом друг другу стали поближе, покидали кистью, потом также разошлись подальше, покидали у нас правый, левый. Но если вы можете правый, левый, если нет, просто предплечье, кисть. Потом также разошлись, стали подальше, покидали полную амплитуду. Ну, а если же вы занимаетесь в водном поло, так сказать, в одиночку, то для этого есть такое приспособление, как сетка. Сейчас я вам на воде покажу, как в нее работать. Мне уже будет посложнее. Но все же, если за неимением товарища, можно работать с ней. Также напомню, в воде обязательно, когда мы получили мяч, мы с ним стоим в правильной стойке. И перед тем, как мы хотим отдать пас, мы должны подняться и отдать пас. Приучаемся с самого начала. Каждый пас – это обязательно подъем вверх. Не обязательно он должен быть очень высокий, но подъем должен быть. Бросаем мы двумя руками из-за головы, бросаем ли мы основной бросок. Получил мяч, встал в стойку, поднялся, отдал. Работа над пасом уже сильно будет задействовать ваши ноги. Как их укрепить, сделать выносливые, вы можете посмотреть, уже на эту тему выходили видео. Также во время паса ноги отлично тренируются. И тот, кто будет работать сеткой, имейте в виду, что долго у вас это делать не получится, потому что ваши ноги будут уставать. Поэтому всегда, конечно, лучше работать с партнером. Либо, если у вас нет возможности, отрабатывайте как можно дольше работу в стенку. И на этом у нас сегодня с вами все. Уделяйте вашей технике как можно больше времени в ваших тренировках, потому что без хорошей техники красивая игра в водное поло невозможна. Выполняйте это все в том порядке, как я вам показал. Кисть, предплечье, корпус. Потом только переходите в воду. Ну и на этом с вами все. Всем пока.